Во времена основания Османского государства султаны совершали исключительно политические браки. Они брали в жены дочерей и сестер голубых кровей, царствующих византийских особ, сербских и болгарских королей. Чуть позднее женами султанов становились принцессы анатолийских туркменских династий. Основная цель таких браков – сохранение и укрепление позиций Османского государства в борьбе за целостность территорий и расширение земель. У основателя Османской империи Османа Гази было две жены – Малхун Хатун и Рабия Бала Хатун. Малхун была дочерью Амирбея, который, по мнению историка Лесли Пирс, являлся правителем Бейлика. Рабия же была дочерью Имуддина Мустафы, известного и влиятельного османского шейха из братства Ахи. У сына же Османа, Орхана Гази, второго султана Османской империи, было целых 6 жен, как пишут историки, и все они не были рабынями, а происходили из знаменитых семей: дочь Тикфура, дочь византийского императора, дочь сербского царя и так далее. И такая практика продолжалась вплоть до султана Сулеймана Великолепного, пока тот впервые в истории не взял в законные жены обычную наложницу из своего гарема. Пришедший к власти султан Фатих Мехмед изменил правила гарема. Он, по сути, и создал гарем в том виде, в котором мы увидели его в Великолепном веке. Покупая в гарем наложниц другой веры, султанам не нужно было на них жениться. Рабство в исламском праве предполагало, что наложницы были собственностью султана, а значит, можно экономить свои ресурсы и не зависеть от политической составляющей таких союзов, и при этом иметь достаточное количество наследников престола. Начиная же с Сулеймана Великолепного, женитьба на наложнице стала обыденным делом. По сути, это стало единственным вариантом для султанов выбрать себе жену или вообще не жениться. Это правило было нарушено лишь единожды молодым Османом, который взял себе в жены дочь шейхуль-ислама, за что, кстати, в том числе и поплатился своей жизнью. Попавшие в гарем девушки напрочь были тюркизированы по всем направлениям. Они меняли свою веру, забывали родной язык и обычаи. Но истории доподлинно известны 2 случая, когда все было совсем не так. Первый касается Софии Султан. Она никогда не забывала свой родной язык и переписывалась на нем с монаршими особами других стран. Второй – это мать султана Махмуда, Накшидиль-Султан. Она была христианкой, когда попала в гарем, приняла мусульманскую веру. Однако, когда умирала на смертном одре, то попросила у своего сына султана привести ей священника, чтобы исповедаться согласно христианской вере. Этот случай, кстати, в дальнейшем перевернул политику гаремов. Итак, на каких женщинах султаны никогда не женились? Первое, начиная с Фатиха Мехмеда, на женщинах голубых кровей, чтобы не заключать браки и не зависеть от настроения монарших особ других стран, сохраняя целостность своих территорий. Второе, султаны перестали жениться на девушках из туркменских семей, чтобы родственники жены не имели влияния в государственной власти и чтобы избежать коррупцию и кумовство. Ну и, конечно, султаны ценили в своих избранницах на роль жены целомудрие, красоту, ум и возможность рожать детей. После случая с Накшидиль-Султан в гарем стали поставляться девушки черкесской национальности. Христианки из него напрочь были исключены. А на сегодня все.
Не пропускайте главное, подписывайтесь на наш канал, посещайте вкладку «Сообщество», чтобы еще больше узнавать про Османскую империю.